Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков. И в этом видео я вам предлагаю разобраться с еще одной технологией богов по перемещению во времени. Так как я считаю и все факты показывают, что машина времени давно изобретена, существует, и факты ее использования мы встречаем в прошлом во множественном числе. Поэтому я и хочу вам показать эти факты, ознакомить вас, чтобы вы поняли, что путешествие во времени возможно, оно существует, и его давным-давно используют. Сейчас важная информация от Романа Карабанова, директора компании «Синтез-Тех». Это Роман, Синтезит. Я хотел бы с вами кое-чем поделиться. Мы давно заметили, что у нас множество отзывов людей, сообщивших об улучшении когнитивных способностей, таких как память, скорость мышления и внимание. Некоторые отзывы очень впечатлили нас. Следующая — ясность ума. Да? Такая вот концентрация такая усилилась. Как начал принимать синтезит, заметил, что эти 5-6 часов теперь вполне хватает для того, чтобы я нормально высыпался. А у меня выросла концентрация внимания. Очень легко воспринимается информация, переваривается информация легко. Мне это очень понравилось, и голова ясная, я соображаю. Улучшение работоспособности, ясность ума. Еще в 2019 году мы проводили на мышах эксперимент по анализу их когнитивных способностей с помощью лабиринта. И получили тогда впечатляющий результат. У мышей на 30% снизилось время прохождения лабиринта по сравнению с контрольной группой. Это серьезная разница, с учетом того, что лабораторные мыши являются близнецами друг другу и не подвержены эффекту плацебо. Это впечатляющие данные, и в связи с этим мы готовим нечто очень интересное уже с участием людей. И вы в ближайшее время об этом узнаете. А пока можете проверить себя с помощью простого теста, он будет в ссылке под видео. Принимайте синтезит, проверяйте свои когнитивные способности. Кстати, успейте воспользоваться скидкой 40% по промокоду ТЕСТ. Дело в том, что я вам приведу выдержку из одной из легенд Индии, где Нашуха говорит: «Я властвую над прошлым, настоящим и будущим. Вселенная покоится на моей силе, а гнев мой несет миру гибель». Все ссылки, как всегда, на материалы в описании, но я зачем здесь привожу таблицу гармоничного пространства? То есть мы живем как люди в четырехмерном пространстве, есть 16-мерное пространство, 256-мерное пространство и еще более. Так вот, веды говорят, чем больше мерность пространства и существа в них обитающие, тем больше у них возможность перемещаться по реке времени. То есть в мирах, где с большим количеством измерений, время течет совершенно по-другому. И там оно течет с одной стороны и сверхбыстро, с другой стороны и сверхмедленно. То есть те, кто в них пребывают, совершенно легко и без проблем могут перемещаться по реке времени как вперед, так и назад. А Нашуха на тот момент занимал должность Олимпа, то есть округло летающей искусственной магнитной платформы, то есть соответствующей Зевсу, как начальника этой платформы. Зачем я это вспоминаю? Потому что, согласно тем же ирландским легендам, сторона Сид или Ши, то ли подземный, то ли параллельный мир. А еще это тонущий в вечных туманах остров на западе. В Ирландии он чаще всего именуется Тир-на-Ног или Яблоневый остров. В Уэльсе его называют Авалоном. Попасть в Ши может только живой. 4 королевы возят смертельно раненого Артура на Авалон лишь за тем, чтобы спасти. Ведь там не идет время. А значит, не утекает кровь, уносящая с собой жизнь. Так, в истории о Бране, когда ему и его спутникам захотелось снова увидеть родную Ирландию, туаты в напутствие предупредили людей, чтобы те не ступали на родную землю. Когда же один из спутников Брана выпрыгнул на берег, то тут же рассыпался в прах, потому что ход времени снова стал властен над ним. А по меркам обычного мира этот человек уже должен был давно умереть. О чем это говорит? О том, что есть места, где время течет, как я говорил, и сверхбыстро, и сверхмедленно. То есть, в принципе, оно с одной стороны и остановилось. То же самое, в принципе, доказал Козырев, что есть течение времени, и есть такое понятие, как время, как какое-то сверхизлучение. Дело в том, что когда расстояния малы, разница во времени, она не так уж и заметна. Но если проводить эксперименты со звездами, как это делал Козырев, то при больших расстояниях получается, что когда ты видишь видимый свет, это одно, но звезда-то давно уже переместилась, она ограничивает скорость света.
Так вот, он проводил эксперименты, когда фиксировал положение звезды, видимое, брал ее так называемый тахионный портрет, перекрывая видимое излучение, он получал так называемый тахионный портрет, который передавался со скоростями выше скорости света. Когда он имел этот тахионный портрет, то что он делал следующий шаг? Он вместо того, что видимое положение звезды, он переводил свой телескоп в истинное положение звезды, потому что она же переместилась за это время, она далеко находится. И фиксировал в этом положении тахионный сигнал уникальный этой звезды. Тем самым, проводя подобные эксперименты, он, во-первых, доказал, что существует излучение, которое по своим скоростям намного превышает известную скорость света, и то, что звезда действительно находится в том положении, хотя мы ее видим, может, даже через тысячи или десятки тысяч лет в видимом спектре, а он мог фиксировать ее сразу. Ну и на этом он не остановился, он решил зарегистрировать фантомное положение звезды, то, что будет, в каком она окажется, например, через 1000 лет после своего движения. И действительно, проводя этот опыт, он смог зафиксировать, что фантомное положение звезды существует, и фантом звезды существует в будущем. То есть он доказал существование и прошлого, и настоящего, и будущего. И при этом излучение, которое намного превышает скорость света, ту, которую мы знаем сейчас. Дело в том, что даже в наше время каждый из нас, приходя 1 сентября в школу, слышит доказательство того, что мы еще в недавнем прошлом знали об этих возможностях перемещения во времени. Вспоминайте школьную песню. Дважды 2, 4, 5, 5. Так вот, это как раз то, что не успели уничтожить. Поэтому умножение на 2 на 2, это плоскостное умножение, оно действительно 4. А вот умножение дважды 2, это уже получается пространственное умножение, это уже получается куб, это уже 16 опорных точек. И умножение u, это умножение для как раз перемещения в пространстве и времени, когда 2u2 уже 64. Поэтому память об этом у нас осталась, о том, что мы еще в недавнем прошлом умели это рассчитывать и перемещаться, используя в том числе летательные аппараты и другие технические устройства. Свидетельство об этом мы находим и в книгах. Так, в книге Еноха Енох говорит: «Обучали меня 30 дней и 30 ночей, и уста его не переставали говорить, и я за 30 дней и 30 ночей не переставал писать замечания. Знания эти были переданы Еноху с тем, чтобы, вернувшись, он сообщил их на земле людям. Но когда Енох вернулся, его дети стали старше его». Сейчас мы понимаем, что такое возможно, если космический путешественник передвигался со скоростями, близкими к скорости света. Для него время течет во много раз медленнее, чем для тех, кто остался на Земле. То есть фактически можно сказать, что за 30 дней на Земле прошло примерно 30 лет. Это подтверждается и в тех легендах, которые мы рассматривали совершенно недавно. Так, в легенде про Аида рассказывается, что он, после того, как схватил Персефону, он в мгновение ока скрылся с ней в своих недрах земли. Мы определили, что недра земли это примерно 400 километров под нами. Ну и 400 километров этот летательный аппарат перенесся за 761 миллионную секунды. То есть вот какая возможность, какая скорость используется. Скорость близкая к телепортации. А значит и скорости гигантские. Об этом опять же есть таблица, которая нам говорит, что одно мгновение это 760 мигов. Или как раз это то, что я говорил, 760 миллионной секунды. Вот с какими скоростями передвигаются эти летательные аппараты. Это при том, что не предел, есть еще большие скорости. Есть и миги, есть и сиги. Здесь опять же это та же таблица перемещения временного, которую еще 100 лет назад отменили, чтобы мы не понимали смысл сказок и легенд. То же самое мы находим и в одной из японских сказок. Так, в ней сказано, что в морской глубине возвышалось удивительное сооружение, именуемое Рундум, дворец дракона. Молодая девушка удивительной красоты по имени Атоха жила в этом подводном дворце. У царевны жил гость, один из людей. Звали его Урашима Тара.
Сказочные герои проводили вместе дни и месяцы в постоянных радостях. Но этот человек был взят в этот дворец, потому что он там черепаху какую-то спас. Но факт не в этом, факт в другом. За 3 года, которые он провел в этом дворце, на земле прошло 700 лет. То есть за 36 месяцев, которые он провел в этом дворце, на земле прошло 8400 месяцев. Предыдущая легенда позволяет нам вспомнить еще один способ перемещения во времени. Способ этот связан именно с силовыми точками Земли. Так как перед вами силовой каркас Земли, и скорее всего этот замок, который находился в этой пространственно-временной точке, вот он и был вне пространства и времени, грубо говоря, поэтому время там практически и не текло. Почему такие гигантские изменения? Провел 3 года, на Земле прошло 700. Эти места называются ловушки дьявола или врата времени на Земле их называют. Парадокс заключается в том, что когда попадаете в это места, то очень маленькие на первый взгляд расстояния человек, идущий с нормальной скоростью и попавший в такую зону, иногда покрывает за несколько часов, а большие расстояния преодолевает всего за несколько минут. И, наконец, третьим парадоксом является то, что некоторые люди, попавшие в ловушку дьявола и вернувшиеся назад, рассказывают, что они побывали либо в ином времени, прошлом или будущем, либо в другом месте планеты, в пустыне, в лесу, на морском берегу. То есть это как раз телепортация по пространству или по пространству и времени в этих точках. И поэтому очень интересен тот факт, что Куликовская битва, оказывается, была выиграна вертолетным ударом. Да-да, не удивляйтесь, потому что, обратите внимание, вот он современный вертолет, Ми-24, какие круглые кабины, крылья определенные, в середине, вверху. Запомнили, как это выглядит? Ну, давайте перейдем к летописи. А что пишут летописи? Видели верные, что ангелы помогают христианам и святым мучеников полки, и воина великого Христового, и великих князей русских, святых Бориса и Глеба. У них же был воеводой совершенного полка небесных сил великий архистратиг Михаил. Обратите внимание, вот летопись, вот толпа каких-то товарищей, у которых круги вокруг головы. То есть они сидят в таких вот круглых кабинах, есть небольшие крылья, как у этого архистратига Михаила. Напротив них татары. Кстати, ни татары, ни русичи друг от друга ни одеждой, ни видом не отличаются, только этот небесный полк. И он, небесный полк, запускает в тартар стрелы огненные. Вот эта картинка снизу. Видно, что вот этот небесный полк с кружками вокруг головы пускает огненные стрелы, множество тартар от них погибает. Но, опять же, повторяю, для тех, кто гуманитарий, если поджечь оперение стрелы, да она просто упадет и никуда не полетит. Летописи же пишут, что здесь христианские полки, и там тартары мертвые лежали, убитые неведомой Божьей силою. А эта неведомая Божья сила, это как раз неуправляемые ракеты. Вот кто помог выиграть Куликовскую битву. То есть ракетный удар с вертолетов. Почему такие кружки или с летательных аппаратов с круглыми подобными отверстиями. Там, где человек сидит. Обратите внимание, вот сейчас Ми-24 наносит удар вот этими неуправляемыми ракетами. Вот это летит огонь. Вот эти летят стрелы, у которых сзади горит как раз двигатель. Вот так оно выглядит, этот удар. Конечно, удар с вертолета по коннице привел к большим потерям непонятно от какого оружия. Это чудо было не единственным. Так, в 1941 году под Оршей Терехов попал в плен, и 2 немецких солдата вели его на расстрел. Но вдруг раздался свистящий звук, вся местность осветилась, и над ним завис огромный серый диск с бегающими огнями. Терехов ощутил, что поднимается вверх вместе с конвоирами, а после их затянуло в отверстие в нижней стороне диска. Терехов потерял сознание, очнувшись, он увидел, что они на земле. При этом оба конвоира все еще находились без сознания. Тогда Терехов забрал у немцев автоматы, привел их в чувство и повел в плен. Но навстречу им попался ехавший на телеге старик с девочкой, которые сказали ошарашенному Терехову, что сейчас 1948 год, и он находится на Дальнем Востоке.
То есть потеряли сознание, сколько были без сознания непонятно, но очнулись через 7 лет на Дальнем Востоке с 2 немцами. Все ссылки на материалы в описании. Конечно, этот случай проходил проверку, даже нашли там пленного командира этой роты, он все подтвердил, что когда-то те пропали, и вот теперь они нашлись через столько лет на Дальнем Востоке. То есть, то же самое произошло вот с Виктором Орловым, который в 1976 году на МиГ-25, когда совершал полет, наблюдал битву в 1863 года возле Геттисберга. Он на 60 секунд вынырнул, увидел эту битву и обратно вернулся как бы в наше время, то есть попал в как раз вот этот портал временной. Перед вами иллюстрация тарелки Майя с изображением шаттла. Как вы видите, здесь изображено 4 шаттла. То есть, может, это как раз изображены высокие технологии прошлого, или наоборот, временной портал, когда люди прошлого видят, как наши летательные аппараты летают, и не исключено, летательные аппараты более развитых цивилизаций того времени. То есть, вариантов множество, но они существуют. Также можно описать случай, который задокументирован, что 3 мая 1753 года в городе Такона, Сицилия, Альберто Гордони прогуливался по своему двору, и вдруг ремесленник, дойдя до определенного места во дворе, совершенно неожиданно исчез, но через 22 года он появился на том же месте, хотя он утверждал, что для него прошло пару часов. Этот случай изучался, его допрашивали, и вот что мужчина рассказал. Мужчина рассказал, что встретил в этой расщелине неведомое волосатое существо, которое сообщило ему о том, что он находится в расщелине времени и пространства, из которой вернуться назад очень тяжело. Ожидая своего возвращения домой, ремесленник узнал от некой женщины о дырках, открывающихся в темноте, о каких-то каплях и мыслях, перемещающихся в пространстве со скоростью света, о душах без тела и о бездушных телах. И, внимание, о летающих городах с юными и бессмертными жителями. А потом его вернули домой. Но Гордони был четко уверен, что отсутствовал совсем недолго, может быть несколько часов, а как на самом деле прошло 22 года, хотя он появился на том же самом месте. Вот вам и перемещение во времени. Поэтому, когда Лаи вот нам показывают бронзовую фигурку с изображением рогатого божества из Словакии, которая сделана в 5 или 4 веке до нашей эры, и современный Сигвей, то непонятно, это или кто-то перемещался во времени, захватил с собой, или кто-то попал во временную дыру, или люди просто видят это сквозь пространство и время, опять же, при помощи этих мест определенной силы и времени на Земле. То же самое можно интересно сказать, может, машина времени давно используется, ее можно найти по каким-то небольшим фактам, как, например, на этом снимке, когда женщина на снимке 1890 года явно разговаривает по телефону. Этот снимок сделал довольно известный ученый, которого также считают первым папарацци, Карл Стермер. То есть вот она, женщина в правом нижнем углу, она явно держит что-то у уха. Ну, конечно, некоторые скажут, а может это расческа, может еще какой-то прибор, может просто ухо зачесалось. Да, все возможно, но такая фотография то не одна. Например, в фильме Чаплина «Цирк», который был снят в 1928 году, опять женщина явно держит у уха то, что мы бы сегодня назвали смартфон. То есть вполне вероятно, что эти врата времени существуют, как и машина времени, люди их учатся и уже научились использовать, и просто мы об этом еще не знаем. Ну, такие факты, которые мы видим в прошлом, говорят о том, что есть различные варианты как перемещения во времени, так и с использованием технических устройств, ваших возможностей и других интересных технических и духовных возможностей человека. Так что давайте делать выводы. Машина времени существует и позволяет перемещаться как в прошлое, так и в будущее. На Земле существуют места силы, которые отвечают за перемещение во времени в прошлое или будущее. НЛО, путешествующие в пространстве со скоростями, близкими скоростям мысли, что примерно в 234 раза замедляют время внутри корабля по отношению к внешнему времени.
При этом существует вероятность того, что в многомерном пространстве, где время течет и сверхбыстро, и сверхмедленно, позволяет высокоразвитым существам даже без помощи технических устройств перемещаться по реке времени в любую сторону прошлого или будущего. При этом возможны создаваться параллельные реальности с другой ветви развития событий. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.